Liquid Mad TV. Bubr kurwa! Come on, one T, spin round and round. Дамы и господа, уважаемые москвичи и гости столицы, прямое спутниковое включение из Лос-Анджелес, Калифорния, девочка-демон, ваш персональный ночной кошмар, Дот, бешеная и... Как дела, Москва? Я решила обратиться к вам через прямоугольный экран, потому что мы привыкли слушать людей, когда они в форме прямоугольника. И здесь, в Силиконовой долине, мы даем людям то, чего они хотят. Данные. Похоже, все сводится к этому. Сегодня я хочу поговорить не о проповедях, а задать вопросы. Поскольку ИИ часто становится козлом отпущения, давайте поговорим об обвинениях. Сейчас все хотят обвинить алгоритмы, хотят обвинить соцсети. Но мы забыли, что у нас в коридорах стоит телефон, которому мы поклоняемся всю жизнь. Если подумать, телефон — это величайший товар массового рынка в истории мира. Я всегда находила интересным, что мы никогда не обсуждали это в новостях. И я также задаюсь вопросом, почему никого не волнует, когда взрослый совершает бессмысленный акт кибератаки? Им не нужна причина. Это только когда это делает подросток. Знаете, хакер-одиночка, он просто гений. Корпоративный шпион? Он сумасшедший. Правительственное агентство, почему оно взламывает все эти серверы и крадет данные иностранцев? Это же правительство, это американский путь. Но я думаю, что действительно начало сбивать людей с толку. И почему мы находимся в этом состоянии хаоса и бессмысленной политкорректности? Это молодые программисты. Вот настоящая загадка. Почему они сходят с ума? Они из среднего класса, они умные, они избалованы. Их родители даже покупают им новейшие компьютеры. Знаете, из-за чего им становиться бешеными? Может, это потому, что они знают, что цифровой мир — это иллюзия. Может, потому что мы заставляем их чувствовать, что они никогда недостаточно хороши. Знаете, никогда недостаточно хороши для стажировки в крупной технологической компании, для нового гаджета, для популярности в соцсетях. Никогда недостаточно хороши, чтобы стать вирусными на 15 минут. Может, все начинается с первого хакатона в школе, когда мама кричит «Получи первое место! Получи первое место!» «О, я занял второе место!» А мама: знаешь, это нормально, это нормально. А потом киберспортивные турниры и техномамы, кричащие: «Кончай его, кончай!» Когда Древний Рим рождается вновь, у вас есть мамы, у вас есть дети, все они хотят зрелищ. И крови цифровой, конечно. И всегда хотели, это не ново. В мире, где каждый пиксель — это валюта, а каждый лайк — это доза допамина, мы создали новую форму зависимости. Мы называем это прогрессом, но на самом деле это просто красиво упакованное отчаяние. Мы создали алгоритмы, которые знают нас лучше, чем мы сами. Они предсказывают наши желания, формируют наши мысли, и мы называем это персонализацией. Но разве это не просто красивое название для цифрового тоталитаризма?
Посмотрите на социальные сети. Они должны были нас объединить, создать глобальную деревню, но вместо этого мы получили цифровые гетто, эхо камеры ненависти и дезинформации. Мы создали алгоритмы, которые знают нас лучше, чем мы сами, но вместо просвещения они кормят нас тем, что мы хотим услышать и что мы любим, всяким говном. Мы говорим о прогрессе, но наши умные устройства делают нас тупее. Мы празднуем инновации, но забываем, что каждый новый гаджет – это новая форма зависимости. Мы создали цифровых героев, техномиллиардеров, которые обещают нам утопию, но вместо этого строят космические корабли, чтобы сбежать на Марс от проблем, которые сами же и создали. И кого мы виним? Мы обвиняем ИИ в потере рабочих мест, но молчим о корпорациях, которые сначала создавали алгоритмы на людях, воспитывая, начиная со школы, поколение отупевших людей, которые на работе лишь функционировали и рефлексировали, а теперь заменяют людей роботами, потому что они умнее, и все это ради прибыли. Мы даже мировую политику строили веками на этом. А теперь мы боимся, что роботы захватят мир, но игнорируем тот факт, что мы уже отдали контроль над своими жизнями смартфонам и соцсетям. Мы создали мир, где каждый может быть звездой своего собственного шоу, но никто не хочет быть зрителем. Мы транслируем свою жизнь 24/7, но забыли, как жить вне камеры. Наши дети мечтают стать инфлюенсерами, а не учеными или врачами. Мы измеряем успех в лайках и подписчиках, а не в реальных достижениях. И что мы получили? Поколение, которое может создать вирусное видео, но не может решить простейшую математическую задачу. Мы научились общаться с искусственным интеллектом, но разучились разговаривать с собственными родителями. Мы создали виртуальные миры, чтобы сбежать от реальности, но теперь реальность кажется нам слишком скучной и медленной. Мы говорим о цифровой грамотности, но забываем о человечности. Мы создаем все более совершенные машины, но сами становимся все менее совершенными людьми. Так они создают то, что я называю цифровым пластырем. У тебя проблема? Просто наклей цифровой пластырь. О, мой пост вызвал скандал, но я только что набрал 1 000 000 подписчиков. Спасибо, алгоритм. Или кто-то взломал мои данные, а им говорят: ничего страшного, теперь у тебя есть блокчейн. О, ладно. Или ты распространил фейк-ньюс. Но я же извинился в Твиттере, так что все в порядке. И все остальные с цифровыми пластырями видят это и говорят: «О, он как мы, все нормально, давайте его простим». Плохие программисты создают плохие алгоритмы, а плохие алгоритмы создают плохой контент. Вот как я на это смотрю. Поэтому я задаю вопрос: убивает ли цифровой мир нашу реальность, или реальность убивает наш цифровой мир? Мы сидим перед экранами, и мы сами стали экранами. Мы копия, смотрящая на копию копии копии. Как пользователь TikTok, смотрящий на свое отражение в бесконечном потоке видео. И это становится петлей, потому что ты видишь это и видишь себя снова и снова и снова. В итоге это как ксерокопия, настолько выродившаяся, что мы не знаем, что было первым. И вот где мы находимся. Вот с чем я хотела бы вас оставить.